Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и все, кто внимательно следит за ходом резонансного уголовного дела об убийстве Ирины Фарион. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня, 27 июня 2026 года, я подготовил подробный и обстоятельный разбор одной из ключевых и наиболее принципиальных позиций защиты в уголовном производстве этого дела. Дело по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион. Друзья, главный тезис, который мы сейчас последовательно, аргументированно и жестко будем отстаивать в суде, такой: вся совокупность доказательств, которые сторона обвинения пытается положить в основу обвинения, носит исключительно косвенный характер и в соответствии с требованиями украинского законодательства не может служить достаточным и законным основанием для постановки обвинительного приговора. Это дело получило широкий общественный резонанс, вызывает много эмоций в обществе, и именно поэтому особенно важно, чтобы судебное решение было принято не под влиянием давления или общественного запроса, а исключительно на основании норм закона, надлежащим образом оцененных доказательств и принципов справедливого правосудия. Давайте начнем с базовых положений закона. Согласно статье 84 Уголовного процессуального кодекса Украины, все доказательства делятся на прямые и косвенные. Прямые доказательства напрямую, без дополнительных выводов, устанавливают наличие или отсутствие события преступления, а также виновность или невиновность конкретного лица. Косвенные доказательства – это такие данные, которые сами по себе не доказывают факт преступления или вину, а лишь позволяют сделать определенные предположения при их рассмотрении в совокупности с другими материалами. При этом и теория уголовного процесса, и многолетняя судебная практика, и прямые нормы закона, в частности статья 17 УПК Украины и статья 62 Конституции Украины четко устанавливают важнейшее правило: обвинительный приговор не может быть основан исключительно на косвенных доказательствах, если эти доказательства не образуют единую, внутренне непротиворечивую, логически завершенную систему, которая полностью исключает любые разумные версии невиновности подсудимого. В случае наличия разумных сомнений они по закону должны толковаться исключительно в пользу обвиняемого. Теперь перейдем к одному из самых фундаментальных и важных моментов всего дела: отсутствию неопровержимой причинно-следственной связи между
какими-либо действиями или бездействием Вячеслава Зинченко и наступлением смерти Ирины Фарион. Для квалификации деяния по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» сторона обвинения обязана доказать не просто сам факт наступления смерти человека, а то, что именно конкретные действия или бездействие подсудимого непосредственно с необходимостью и в причинной связи привели к этому трагическому результату. Должна существовать четкая, документально подтвержденная, экспертно обоснованная и не допускающая иных толкований цепочка действия или бездействия конкретного лица, из которого следует прямое причинение тяжких телесных повреждений или иных действий, повлекших смерть, и откуда следует как результат наступления биологической смерти потерпевшего. В материалах настоящего уголовного производства такой четкой, убедительной и неопровержимой причинно-следственной связи объективно не установлено. Во-первых, различные данные о перемещениях, сигналах мобильных устройств и других косвенных следах позволяют лишь предполагать нахождение Вячеслава Зинченко в определенном районе в определенное время. Однако эти данные никоим образом не доказывают его непосредственного участия в событиях, которые непосредственно привели к смерти Ирины Фарион. Во-вторых, выводы судебно-медицинской экспертизы, других экспертных исследований и заключений специалистов содержат преимущественно вероятностные формулировки. Эксперты часто используют выражение «могло иметь место». Не исключается возможность, вероятно, с высокой долей вероятности. Такие формулировки по своей правовой природе являются косвенными и не могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку не дают однозначного ответа ни на механизм наступления смерти, ни на конкретное лицо, которое этот механизм запустило. В-третьих, в деле существуют значительные пробелы в хронологии событий. Временные промежутки между теми моментами, когда фиксировалось присутствие или действие Зинченко, и моментом обнаружения тела позволяют выдвигать несколько равновероятных и разумных альтернативных версий произошедшего. Сторона обвинения на сегодняшний день не смогла убедительно с надлежащими доказательствами опровергнуть эти альтернативные версии, включая возможность причастности других лиц, стечение обстоятельств или иные причинные факторы смерти. В-четвертых, в материалах дела отсутствуют прямые вещественные доказательства, которые бы однозначно связывали
Вячеслава Зинченко с причинением смертельных повреждений. Нет орудия преступления с биологическими следами подсудимого. Нет достоверных видео или аудиозаписей самого преступления. Нет показаний непосредственных очевидцев, которые бы видели именно акт причинения смерти. Особенно показательным примером слабости доказательственной базы является портретная экспертиза. Она фактически подтверждает, что Вячеслав Зинченко находился во дворе дома на улице Масарика, 3 во Львове 16 июня 2024 года, а не в день убийства. Таким образом, даже те косвенные данные, на которые ссылается обвинение, не связывают его с моментом совершения преступления. Кроме того, существует значительный временной промежуток между предполагаемым временем выстрела в 19:22 19 июля 2024 года и началом проведения следственного действия – осмотра места преступления. Этот промежуток времени полностью не исключает того, что в целях ложного обвинения Вячеслава Зинченко некое лицо, находившееся во дворе на месте преступления, могло подбросить биологический материал Зинченко на стул и лавку. Именно на этих предметах в последующем запаховая и ДНК экспертизы выявили биологические следы Зинченко. Такой сценарий является вполне реальным и разумным объяснением появления этих следов, что полностью разрушает попытки обвинения представить их как неопровержимое доказательство присутствия и действий Зинченко именно в момент совершения преступления. Таким образом, причинно-следственная связь в этом деле носит предположительный, вероятностный характер, а не доказанный, а согласно фундаментальным принципам уголовного судопроизводства любые разумные сомнения в виновности лица должны толковаться исключительно в пользу подсудимого. Помимо отсутствия доказанной причинно-следственной связи, позиция обвинения содержит и целый ряд других существенных недостатков. Множественное противоречие в свидетельских показаниях, нарушение процессуального порядка при сборе и фиксации отдельных доказательств, а также ярко выраженный оценочный и субъективный характер многих выводов следователей и привлеченных экспертов. Все это в совокупности не позволяет суду с той степенью уверенности, которую требует закон, констатировать вину Вячеслава Зинченко в инкриминируемом ему преступлении. Мы, защита, уверены и готовы это аргументировать в суде, в условиях, когда ключевые элементы состава преступления, наличие умысла и доказанная причинная связь установлены лишь на уровне предположений и косвенных данных с существенными пробелами, суд в соответствии со статьей 373 УПК Украины обязан постановить оправдательный приговор. Это не проявление снисхождения или слабости правосудия,
а строгое соблюдение требований закона и конституционных гарантий прав человека. Я, как практикующий юрист, продолжаю внимательно следить за всеми судебными заседаниями, участвую в процессе, готовлю и подаю необходимые документы, ходатайства, заявления, жалобы. Мы будем бороться до конца за торжество закона, объективность и справедливость, а не за удовлетворение сиюминутного общественного запроса. Дорогие друзья, это дело имеет принципиальное значение, далеко за пределами судьбы одного человека. Оно касается базовых принципов правосудия в нашей стране. Если мы позволим осуждать людей на основании одних лишь косвенных данных, предположений и эмоций, завтра подобная практика может коснуться любого гражданина Украины. Поэтому я обращаюсь к вам. Поддержите это видео лайком, если вы разделяете позицию, что закон должен быть выше эмоций и давления. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать важное обновление по делу. В комментариях под видео пишите свои вопросы и мысли. Я обязательно выберу наиболее важные, содержательные и отвечу на них. С вами был юрист Валерий Табаков. Защищаем права человека, отстаиваем верховенство закона. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в следующих видео.